В 30 километрах от Казани, в устье полноводной реки Свияги, расположился чудо-остров – остров Град Свияжск. Этот уникальный город был построен всего за 4 недели. История этого города удивительна. 12 февраля 1550 года московский царь Иван IV осадил город Казань. Отступая, Иван IV увидел такой остров полукруглый, и он решил, что этот остров может стать точкой высокой, который, возвышаясь над Волгой, позволял держать под контролем речные пути, дороги и саму Казань. Царь задумал выстроить здесь городок-крепость, который помог бы ему захватить столицу Казанского ханства. Город заложили 24 мая 1551 года. Небывалый случай в истории архитектуры. За 4 недели на круглой горе, омываемой рекой Свиягой и Щукой, вырос целый деревянный город-крепость с мощными дубовыми стенами, златоглавыми церквями, расписными избами, высокими башнями и колокольнями. Город назвали в честь основателя Ивангородом. Позднее стали именовать новый город Свияжский, а вскоре закрепилось короткое название Свияжск от реки Свияги. Один из интереснейших монастырских ансамблей Свияжска – это Иоанно-Предтеченский женский монастырь, основанный в конце XVI века. В 1795 году он был перенесен на место упраздненного Троицы-Сергиевского монастыря, где находится и поныне. Монастырь окружен каменной оградой, отделяющей святую обитель от суетного мира. Самым молодым храмом Иоанна-Предтеченского монастыря является собор Божьей Матери, всех скорбящих радость. Он был заложен в мае 1898 года. Архитектор Малиновский построил его в распространенном в те годы ложно-византийском стиле. Вот таким дошел до наших дней ансамбль Иоанна-Предтеченского женского монастыря. А в южной части острова взором путешественников открывается, пожалуй, самый знаменитый свияжский мужской Успенский монастырь. Он был основан в 1555 году архиепископом Гурием. На краске написали Минздрав Свияжской психбольницы и пониже ТАССР. Здесь сохранились два уникальных памятника времен Ивана Грозного – Успенский собор и Никольская трапезная церковь. Троицкая церковь. Церковь срублена зимой 1555 года в Угличских лесах, привезена и построена во время основания Свияжска в 1551 году. До 1764 года она относилась к мужскому Троицко-Сергиеву монастырю. После его закрытия обращена в приходскую, службы не велись. С 1795 года вошла в комплекс женского Иоанна-Предтеченского монастыря. В 2012-2013 году осуществлена реставрация интерьера иконостаса под руководством Косушкина. Внутри она тоже очень интересная,
Там старинный деревянный иконостас, старинные лавочки. И сказали, раз в год здесь проходит служба, но на службе не зажигают свечки, потому что церковь деревянная и все возможно. Говорят, попасть под колокольный звон – это очень хорошо, это к добрым вестям и к доброму здоровью. Пусть будет так. Возвращаясь к церкви деревянной, хотела еще сказать, что здесь есть дверь, которой почти 500 лет. В свое время чудо-остров Свияжск был, на этом чудо-острове Свияжск было очень много церквей и храмов. Но в советские времена очень многие храмы были разрушены. И на месте разрушенных храмов стоят сейчас вот такие кресты. Вот, например, здесь крест стоит на месте Софийской церкви. Она была разрушена в 1930 году. И в память об этой церкви остался вот такой холм и крест. Получается, напротив Софийской церкви еще один крест. Это церковь Пресвятой Богородицы. И от этой церкви остались вот такие останки, вот кирпичные такие строения. Она тоже была разрушена в 1930-х годах. Очень печально, конечно. Что-то здесь восстановили, а что-то вот осталось напоминанием в форме таких вот крестов. На сегодняшний день в чудо-острове Свияжск проживает, по данным местных людей, 242 человека. Многие занимаются какой работой? Ну, кто-то здесь работает в музеях, кто-то охранником. То есть местные жители не так уж и много. Есть своя школа, небольшой детский сад. В принципе, магазин есть один. Удивились мы, конечно. И, у каждого есть машина. И, в принципе, я думаю, купить продукты не составляет большого труда. Окруженный со всех сторон водой, сказочный остров как магнитом притягивает путешественников. Человек, однажды ступивший на святую, полную неразгаданных тайн землю Свияжска, навсегда сохранит в памяти ту особую атмосферу чего-то возвышенного, нерушимого, которое как бы окутывает остров, превращая его в чудо-град. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Привет, привет. Кисюнька,
знает, к кому идти, да? Привет! Ты что такой суровый? А, Кисюнда? Ой, а что тебя с мордочкой? А, что тебя с мордочкой, дурашка? Тебя кто-то побил, что ли? Ближе к вечеру, когда спала жара, появились животные домашние. Очень красивые котики, кошечки. Как в Раисском монастыре, советую, если вы сюда едете, возьмите с собой что-то покормить этих животинок. А это центральная площадь чудо-острова Свияжск. Здесь проходят различные праздники, сюда приезжают артисты, музыканты. В общем, здесь кипит жизнь во время праздников. А еще у этой такой небольшой площади есть некоторая особенность. Смотрите, я стою в центре круга, и теперь я вам кое-что исполню. Ой, цветет калина в поле у ручья. Слышите эхо? А эхо здесь именно только в центре. Выходя из центра этого круга, эха уже нет, а создается эхо за счет вот таких стеночек. Мне так понравилось в этом круге, потому что голос становится таким звонким, таким насыщенным, таким интересным. Хочется спеть любую арию, любую песню, и она будет очень-очень классно звучать. Например, «Соловей мой, соловей». О-хо-хо-хо-хо. Приехав на этот остров, увидев такую природу наикрасивейшую, да, узнав историю этого острова, получаешь просто необыкновенные эмоции, кайф от этой природы. Просто, извините, что такое слово говорю, но действительно такое удовольствие неимоверное от такой природы. И любите свою историю, господа.